Всех приветствую на канале Трудовичков и, собственно, давайте потрудимся во имя общего блага. Специалисты по охране труда часто сталкиваются с проблемой скептического отношения руководства к данной сфере. Собственно, если вы работаете в сфере охраны труда, очевидно, вы испытываете общую боль специалистов по охране труда, которую я обобщу в двух главных пунктах. Первый. Охрана труда не приносит прямой прибыли бизнесу. Второй. Охрана труда требует постоянных немалых затрат. Собственно, чтобы изменить отношение руководителей к данной сфере, необходимо регулярно обсуждать с ними важность охраны труда, используя конкретные цифры и факты. Итак, давайте сразу перейдем к делу и поговорим о том, какую пользу охрана труда приносит организации. Собственно, первое. Экономические преимущества. Обеспечение высокого уровня охраны труда в организациях позволяет избежать потерь от несчастных случаев и внеплановых проверок, а также минимизировать или вообще избавиться от штрафов при проверках надзорных органов. Это также может улучшить показания компании в тендерах, связанных с охраной труда. Кроме того, соблюдение требований охраны труда помогает избежать закрытия предприятия на неопределенный срок в случае серьезных выявленных нарушений. Повышение производительности и лояльности сотрудников. Приведение условий труда на рабочих местах к оптимальным, а также полное обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников может привести к следующим результатам. Снижение количества больничных у сотрудников, повышение лояльности сотрудников, что, собственно, снижает текучесть кадров и привлекает более квалифицированных сотрудников. Увеличение производительности условий труда благодаря снижению усталости при оптимальных условиях на рабочих местах. Минимизация мелких травм и недомогания сотрудников, сокращение затрат на льготы и компенсации, связанные с вредными условиями труда, и снижение риска профессиональных заболеваний, связанных с условиями охраны труда, и, собственно, последующих разбирательств. Собственно, представьте ситуацию, вашему сотруднику понадобилось оперативно выйти на крышу предприятия, чтобы выполнить какую-то поставленную задачу, да? Но оказывается, что без соответствующего оборудования и инструктажа он оказывается на таком же устрашающем поприще, как Робинзон Крузо на необитаемом острове. А теперь представьте, что ваши сотрудники снаряжены по последнему слову техники, инструктажи проведены профессионалами, и они чувствуют себя на высоте, в прямом и переносном смысле. Буквально и фигурально. Вот это уже больше похоже на команду мечты. Финансовую выгоду от участия в программе СФР. Каждый работодатель, собственно, обязан принимать меры по снижению уровня риска и по предупреждению травматизма и профзаболеваний, и также вправе возместить часть расходов, потраченных на организацию этих мероприятий за счет взносов на травматизм в Социальный фонд России. Сумма возмещения предупредительных мер равна 20% от суммы страховых взносов, которые компания выделила на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за прошлый год. Участие в программе СФР – это отличная возможность для компании компенсировать часть затрат на важные аспекты обеспечения безопасности и здоровья сотрудников. Собственно, для квалифицированного специалиста по охране труда избегание выплат – непростительная ошибка, за которую работодатель определенно не скажет спасибо. Собственно, компании могут получить возмещение части расходов за понесенные потери на проведение обязательных медицинских осмотров, приобретение специальной одежды и обуви для сотрудников, приобретение аптечек, также на обучение по охране труда и специальную оценку условий труда. И другой по мелочи. Конечно, получение выплат требует соблюдения определенных правил и процедур, но это определенно стоит того. Согласитесь, получить от государства прямиком 20% кэшбэк дорогого стоит. Визуализация результатов. KPI или Key Performance Indicators – это ключевые показатели эффективности или деятельности. Собственно, в числовом выражении KPI отражает качественные результаты проведенных действий за определенный период времени. Показатель помогает оценить эффективность работы сотрудников, бизнес-процессов, и компаний в целом. Открытые показатели KPI, связанные с охраной труда,
наглядно демонстрируют нам динамику изменений в области безопасности. Они помогают нам отслеживать эффективность мер по обеспечению безопасности на производстве и предотвращению несчастных случаев. Эти показатели могут включать в себя количество произошедших инцидентов, уровень травматизма, затраты на обучение сотрудников, ну и другие аспекты, связанные с безопасностью. Конечно, не все показатели KPI могут быть смешными или забавными в сфере охраны труда. Но, например, количество дней без происшествий на производстве может стать причиной для насмешек в компании. Однако, несмотря на возможные шутки, показатели KPI всегда остаются важным аспектом для оценки и улучшения условий труда. Они позволяют руководству принимать обоснованные решения и вносить изменения, чтобы обеспечить безопасность и благополучие сотрудников. Ну и самое главное, показатели KPI наглядно показывают результаты вашей работы. Смотрите, я сделал. Я это делал. Для многих работодателей, которые думают, что некоторые сотрудники могут ничего не делать полезного для предприятия, является важным видеть хотя бы результаты их работы, для того, чтобы и мысли не возникало, таких как «а не уволить ли нам этого сотрудника?» Или какую пользу он принес за какой-то конкретный период. А уж про вопрос о необходимости повышения зарплаты я вообще молчу, так как без каких-либо наглядных показателей во время аудиенции у директора просить прибавку дело бесполезное. Поэтому так важно, чтобы каждый сотрудник видел не только грамотного специалиста вас, но и ваши результаты, говорящие за вас. Напоследок практический совет. Внедрение системы охраны труда – это не только проявление ответственности перед сотрудниками, но и возможность повысить эффективность бизнеса. Подытожим то, что мы узнали в этом видео, и возьмем на заметку несколько практических советов, которые помогут нам в этом деле. Пишите письма на руководителей с указанием сумм штрафов за те или иные нарушения в области охраны труда. Если в определенном структурном подразделении были улучшены условия труда, измерьте повышение производительности и проинформируйте руководство. Используйте программу SFR для получения выплаты компенсаций на затраты в области охраны труда. Вывешивайте визуально распечатанные показатели KPI на видных местах и размещайте на доступных сайтах для сотрудников вашей компании. Собственно, это лишь некоторые преимущества, которые можно получить, внедрив систему охраны труда в ваше предприятие. Важно помнить, что обеспечение необходимых условий охраны труда не только защищает сотрудников, но и способствует повышению эффективности бизнеса. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Важным аспектом в развитии канала является обратная связь, поэтому не стесняйтесь ставить лайки, дизлайки, делитесь своими мнениями и мыслями в комментариях, задавайте вопросы, а также обязательно делитесь видео с нашего канала где угодно. Можете отсылать друзьям, коллегам, публиковать в каких-нибудь своих социальных сетях, размещать на сайтах. Я всему буду рад. И вместе мы сделаем мир безопасней.